Привет, друзья мои! Сегодня вот такой ужас из Кореи, конечно, из Южной, где самый сложный экзамен по математике. Итак, дан правильный или равносторонний треугольник АБС. И проведены отрезочки АА1 и СС1, которые пересекаются в точке К. Оказалось, что площадь зеленого треугольника АКС равна площади вот этого бирюзового четырехугольника КС1Б А1. И эти площади равны по 5 квадратных единиц. И требуется найти величину угла К, то есть А1КС. Угол А1КС нам предстоит найти. Ну что ж, попробуйте решить эту задачу, а мы уложим ее, я думаю, за пару минут. Ну, за одну не справимся. Все-таки Южная Корея, ну, за 2-3 точно. Ну что, поехали. Сейчас я буду гнать в каком-то таком среднем темпе, а вы обязательно напишите, вам нужно, вам лучше побыстрее или помедленнее. Хорошо? Меня это сориентирует точно. Ну что, поехали. Я повторю. Буковки не страшно. АБС равносторонний, это нужно понимать. Угла равен углу Б равен С, и стороны равны. И требуется найти величину угла К. Это АА1, это СС1. И величину угла К мы ищем. Все, все. Ну что, вот отсюда старт, посмотрите. Бирюзовая площадь, зеленая равны. Если к ним прибавить площадь желтого треугольника, то получим тоже одинаковые площади. Верно? Верно. Ну вот площадь вот этого треугольника будет равна площади вот этого. Еще раз. Бирюзовый и зеленый равны. Добавляем желтый. Он общий для них, для этих треугольников получившихся. Ну и тогда все, площади треугольников равны. S треугольника какого? С1БС. С1БС равна площади треугольника А1СА. А1СА. А сами треугольники равны или нет? Ну, похоже, но пока не знаю, пока площади равны. А как искать площадь каждого треугольника? Ну, к примеру, для первого можно вот это С1Б основание умножить на высоту, проведенную к этому основанию. Ну, я проведу как бы вот высоту, назову ее H1, H1, и скажу, что эта площадь равна 1/2 С1Б на H1, правильно? А вторая площадь чему равна? Ну, тоже надо высоту провести, правильно? Вот беру это основание, беру вот это основание 1С и умножаю на высоту. Ну, проведу тоже розовым, хорошо? Вот отсюда проведу, вот так. Высота есть, да? Назову ее H2. H2. Получается, что эта площадь равна половине произведения А1С на высоту H2. Ну, высоты-то равны, а? H1 равно H2. Это же высоты равностороннего треугольника. У равностороннего треугольника все высоты равны. Значит, площади равны. Это долой, это долой, это долой, это долой. Что получается? С1Б равно А1С. То есть С1Б равно А1С. Я запишу это черным, крупным. С1Б равно А1С. Ну, стоп, тогда и сами треугольники равны. Посмотрите. Я уберу эти высоты, нам теперь не нужные. Вот. И скажу теперь, сами треугольники С1БС и А1СА равны. Потому что у них равны вот эти стороны. Возьму коричневый. Вот эта сторона BC равна стороне AC. Это стороны равносторонние углы, между ними по 60 градусов. Правильно? Правильно, все. Отсюда следует, что треугольник С1БС равен треугольнику А1СА. А1СА. Хорошо. А вот что теперь отсюда следует из равенства треугольников? Равенство всего остального. От чего? Вот углов. Вот этот уголок 1 будет равен вот этому уголку 2. Верно? Верно, я запишу, это важно. Угол 1 будет равен углу 2. Хорошо. А нам нужно найти К. А как К связан с этими углами 1 и 2? Вот здесь самое главное, самое интересное. Магия. Посмотрите. Рассматриваем вот этот угол. 3 назову. Как связан К и угол 1 и 3? Да К внешний для зеленого треугольника. И значит угол К, давайте назову его альфа, хорошо? Альфа. А альфа равен угол 1 плюс угол 3. Верно? Верно. Верно. Ну, хорошо. С другой стороны, угол 1 то равен углу 2, и можно 1 заменить на 2 и написать угол 2 плюс угол 3.
Ну вот и магия состоялась. А угол 2 плюс 3 сколько градусов? Так это 60 градусов, правильно? Ну, так и наш угол альфа сколько? Ну, 60, он же равен 2 плюс 3. Ну, здорово. И даже так вот как-то интересно получилось. Итак, ответ наш какой? Ответ. Ответ В 60 градусов. Ну, опишите, кто так и думал. Заметьте, пожалуйста, что мы не использовали эту пятерку. Нам важно, что эти площади равны. Если эти площади равны, угол 60. И эти отрезки равны наши. И наоборот, наверное, верно. Если угол 60 между этими отрезками, чевианами они называются, такие произвольные отрезочки, то тогда, наверное, и будут равны эти площади. Ну, подумайте над этим, будет интересно. До новых встреч. Всего хорошего. Кто так и решал, напишите. Пока. С вами был Валерий Казаков.